думаю, что вот так вот будет правильно есть. Такий классный рецепт, да? Угу. Великолепно. Хумус помогает там? Так. Соус ливанский хорош. Хорошо. Как вкусно, как вкусно. Как есть люди, которые анис не любят, понятия не имею. Твое здоровье, родная. Твое здоровье. Вон твой стаканчик стоит. Твое здоровье. Бум. Лыхаем. Класс. И как существуют люди, которые еще говорят, что вот это вот на лекарство похоже. Классная вещь, потрясающая. Освежает. Так, все, переходим к нашим помидорам. Сегодня долма, вот передо мной. Все вот это вот изобилие пойдет в блюдо, в шедевр кулинарный, который будет соображен очень-очень скоро. Что передо мной, собственно, находится? Так, как там принято в этих кулинарных фильмах говорить красиво? Мясо, фарш, говядина. Классный на самом деле. Из какой части, даже не знаю. Что-то там накрутили. Визбратен? Ну, если визбратен, значит это... Шикарный, красивый кусок визбратена, который мне честно накрутили. Классно. Значит, это нижняя часть попы коровы. Да? Это коровья попа, чуть-чуть ниже, то есть верхняя часть ее. Нет, нижняя. Ладно, неважно. Вот азербайджанские листики, которые каким-то образом законсервированы. Вот даже такое классное покрытие, закрытие. Бог его знает, как это называется. Но потом откроем. Рис, конечно же, специи, помидорки итальянские, пульпа, а не кубики. Хумус, он же нут, он же нухат, слегка отваренный. Чернослив, курага, петрушка, лук. Специй у нас очень много. Молотый зира, черный перец, кориандр и немного сухого чеснока, тоже гранулирован. Сушеный чеснок, то есть сухой порошок. Порошок. Сухой чесночный порошок. Сухой чесночный порошок. Порошочный чесночный сушок. Что, собственно, сейчас будет происходить? Будет происходить как бы производство долмы. По рецепту сестры, которая вот пару дней назад меня как бросила, укатила в какую-то солнечную Швейцарию, хотя вот честно намеревалась накрутить долму, а тут приходится самому делать, ну что делать. Так, лыхаем в последний раз и вперед работать. Лыхаем. Самое главное в начале, на самом деле, сделать начинку, которая будет заворачиваться в виноградные листья. Мясо. Уже есть фарш. Сейчас замоченный рис. Я солю немножко воду. Кстати, пару слов о пропорциях. Мясо здесь фарша килограмм, риса 200 грамм. Пропорция – это такая вещь, которая изменяется от традиции и от человека, который готовит. Друзы, например, готовят просто даже рис без ничего. Очень вкусно. Алегефен. Теперь сюда же идут абрикосы сушеные. Она же курага. Вот это вот все нарезается очень мелко. Интересная штука. Кстати, я ее замочил. Иначе она была какая-то железобетонная курага. Интересная. Видимо, долго с Узбекистана шла, что ли? Куплена в Азии Трейд. Да? Ты что, рекламу Азия Трейд хочешь сделать? Нет, они будут счастливы. Ну, пусть будет так. Ладно, хорошим людям всегда приятно сделать приятное, да? Совершенно верно. Обычная курага нарезается чуть-чуть быстрее. Теперь чернослив, тоже замоченный предварительно. Черносливов тут, наверное, грамм эдак 50. То же самое курага. Minced. Вспомнил, как в кулинарных кино говорят. Нам потребуется вот столько-то того. Так, вот это, кстати, я не выливаю. Это пойдет очень хорошо в зажарку. Теперь следующее. Вот хумус. Он же нут, он же... Так, секунду, это надо сполоснуть. Где моя большая полотенце? Тряпочки. Так, ножик у нас чистый.
то нас могут кто-то еще в антисанитарии обвинить. Надо тут почистить все. Теперь мы переходим к нуту. Мы оставим немножечко нута для того, чтобы потом... Так, а вот это надо вот как-то раздавить хорошо. Вот она. А если деревянная, еще лучше. Где? Какая? Такая, которая была у моих родителей на даче. Да ладно, с этой раздавлю, нет? Ух ты, как хорошо. Я не думал, что он такой будет плотненький. Особо привередливые начали бы шкурки какие-то вытаскивать, но мы этого делать не будем. Мы за пищевые волокна, это хорошо. Раздавить нут мне нужно чисто символически, чтобы он был просто не целенький. Это все идет сюда же, в фарш. Какая прелесть. Ладно, руки, на что у человека, чтобы ими пользоваться. Что нам надо еще сюда? Петрушка или кинза. Но, честно признаюсь, я бы положил кинзу, но кинзы у нас не было. Поэтому берем петрушку, рубим ее как-то так вот. А что, они не разварятся? Кто-то выкидывает, а я считаю, что это самое вкусное, самое ароматное. К тому моменту, когда у нас будет все готово, запивать нечем будет. Итак, специи. Черный перец молотый. Ложечка, пардон. Ложечка, извините. Зира. 2 чайные ложечки. С горкой или без? С горкой. 2 чайные ложечки сушеного чеснока и кориандр. Он же сушеный, молотый, тоже 2 чайные ложечки. Пахнет это все дело очень хорошо. А вот теперь вот это вот все, дабы руки у меня потом не благоухали, теперь это все хорошо нужно... А соль не надо? Надо. Так, это 1 чайная ложечка. Я думаю, что сюда нужна столовая ложка, поэтому давайте-ка еще добавим. Теперь это все надо вымешать хорошо, чтобы сделать такую вот однородную массу. А, еще забыл одну очень важную вещь. А масло? Совершенно верно. Если у нас есть специи, значит нужно масло. Оливковое. Что-то вроде 50 миллиграмм. И продолжим мешать. По текстуре сейчас пойму, может быть, еще нужно будет добавить масло. Дабы это не было суховатым, сюда можно еще немножко добавить влаги. Вроде бы все хорошо замешано. На этом наша гигиеническая часть заканчивается. Перчатку выкидываю. А начинять не надо в перчатке? Не надо, я виноградные листья хочу чувствовать. А вот это сюда не налить, как ты думаешь? По-моему, слишком уже. Ну не надо, так не надо. Пьяные листья. Почему? С анисовым ароматом, какие пьяные. Я же не пьяный. Нет. Я же пью не для того, чтобы быть пьяным, а для того, чтобы приятно было и вкусно во рту. Это до свидания. Переходим в другое место. Так, кастрюлька у меня стоит, керамическая. Первое, что я делаю, это нарезаю лук. Мы делаем какую-то такую базисную зажарку. В первую очередь я начинаю греть кастрюлю. Кастрюля керамическая, пусть она немножечко прогреется. Масло виноградной косточки. Совсем немного. И не нужно раскаленное масло, как бы это довольно такой нежный подогрев. И лук должен больше тушиться, чем жариться, поэтому я не жду, чтобы оно разогрелось. Можно вместе опускать, ничего страшного. А мы забыли включить свет. Лук распределили по дну кастрюльки. Жарить мне его абсолютно не нужно, поэтому я накрываю это крышкой. Пусть себе тушится. Пока лук готовится, я думаю, что займет ему дойти до какой-то вот соусной консистенции минут 20. Можно заниматься закручиванием листиков. Баночку держу в руках. Виноградные листья Олегефен сделано в Азербайджане. Закрытие такое вот крутое. В Израиле так вообще никто не закрывает. Для этого у меня есть чудесная раритетная открывашка. Вот сейчас буду открывать.
Кто-то скажет, что я совсем не прав, потому что надо со свежих листьев делать, но свежих нет. Под руками, по крайней мере, нет. О, открывается. Ой, пахнет хорошо. Ух ты, ну, совсем неплохие листики. Выглядит, по крайней мере, красиво. Если бы это были свежие, то их бы надо было обдавать кипятком. Ух ты, даже одного размера. Я думаю, что они молодые были когда-то. Хвостик-то нам не нужно. Я раскладываю листики сейчас. Листики глянцевой стороной вниз. Вот у меня листики. Говорят, что нужно водичкой руки. Ну, я думаю, что мы это сделаем прекрасно здесь. Вот такая вот красавица у нас получилась. И выкладываем сразу же. Все пусть лежит. Все пусть лежит. Раз, два, три, четыре. Едем, далекий кросс. 3, 4, что не 6. Совсем не помешает добавить еще чего-то хорошего в лук, то есть куркумы. Мне тут уже помогли немножко. Как семейная терапия и полезное, и приятное времяпровождение, очень даже хорошо. Была у меня компания с Кавказа. Крутили долмушки. И был спор. Долма или толма. Все было съедено с превеликим удовольствием. И все споры закончились очень даже полюбовно. Как у нас тут? Лучок мне нужен здесь вот в состоянии соуса, поэтому я сейчас капну сюда немного воды, в которой замачивалась курага и чернослив. Пусть он себе готовится, тушится, закрою. Все, долма накручена. Лук готов, размяк, немного соли и помидорки. Опа. Еще минут 5, пока вскипячу воду. Немного специй, толченая зира, паприка и сухой кориандр. Где-то 1,5 ложечки. Зира, это кориандр, тоже 1,5 ложечки, а вот паприки я положу больше. Это сладкая паприка, 3 ложечки с горкой. Пахнет хорошо. Я извиняюсь, забыл закрыть крышкой. Так, теперь это уже минут 5 как греется. Я добавляю оставшийся горох. Он же нут, он же нухат, распределяю его где-то вот равномерно и снова накрываю крышкой. Самое время выкладывать долма. Мне нужна вот эта вот тарелочка. Это мы снимаем. Пахнет хорошо. Огонь здесь минимальный. Можно уже потихоньку раскладывать. Я их кладу швом вниз для того, чтобы они сохранили форму. Второй слой.
Долму заложили. Теперь сверху накрываем тарелочка. Придавить чуть-чуть. Водички, водички, водички. Все, по-моему, хорошо. Так, вообще тарелочку действительно было бы неплохо залить, но я думаю, что здесь приготовится все чудесно и так. Потому что размеры наших каструлков не позволяют. Чуть-чуть еще водички. Все, процесс закончил. Вот это вот добро все накрывается крышкой. И 40 минут пусть себе отдыхает, а мы займемся чем-нибудь другим. Все. Прошло 50 минут, самый раз выкладывать. То, что я держу в руках, это ливанский соус Toum. Большое спасибо Максу Малкиэль. Потрясающе вкусная вещь, даже как вот прошло мимо меня. Я думаю, что это самый раз подойдет к долма. Так, все, открываем крышку. Самый волнующий момент. Так, оба. Тарелочку мы того. Все, ну теперь можно раскладывать. Сделаем сейчас из этого пока что солнышко-цветочек. По древней традиции долмоедов и долмоделов. Там есть еще внизу хумус. Теперь будем пробовать. Так, чтобы это не остывало. Оп. Так, а вот сюда ложечку нужно, да? А теперь можно это фотографировать? Да. Приятного аппетита всем. Нам тоже. Сейчас сюда нужно еще немножко аниса и арака, конечно. Лыхаем. Бум! Я думаю, что вот так вот будет правильно есть. Отлично. Великолепно. И соус ливанский хорош. Долма получилась замечательно. Я очень благодарю свою сестру за рецепт. Огромное спасибо Максу за ливанский соус Toum. Потрясающе подходит к долма. Ну и, конечно же, всем тем, кто считает, что это алейгефен, мемулаим, долма, сорма, каваток, толма. Для меня долма, потому что на этом вырос. Всех благ. Всего доброго.